Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы продолжаем с вами заниматься по книге Стивена Пратта «Язык программирования C++». Если вы не смотрели предыдущие занятия, то обязательно по ссылочке в описании переходите на плейлист и смотрите с того ролика, с которого вы остановились, на котором вы остановились, иначе вы здесь уже ничего не поймете. Ну а если предыдущий ролик уже посмотрели и все там было вам понятно, то сегодня мы переходим к новому ролику, и у нас будет сегодня конкатенация с помощью сяута и еще там несколько тем. Вряд ли дойдем до конца главы, но сколько успеем за наши 20-25 минут, столько и успеем. В любом случае, как говорится, изначально не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели 66,2% зрителей. Замечательнейший результат, я вам благодарен, но не забывайте, что наш челлендж с вами 70%, поэтому нажали на колокольчик, увидели новый ролик, зашли на ролик, посмотрели его от начала до конца и ожидаем новый ролик. Окей, поехали по книге. Конкатенация с помощью сяута. Еще одной новой возможностью getinfo.cpp является комбинирование 4 операторов вывода в одно. Это вот в этой нашей строке. В файле EOStream определена функция вывода, поэтому вы можете объединить, то есть выполнить конкатенацию, вывод следующим образом. Shout now you have carrots, and line. Такая запись позволяет объединить вывод строки и вывод целого числа в одном операторе. В результате выполнения кода вывод будет таким же, как если бы вы использовали следующую запись и использовали бы 4 сяута друг за дружкой. Да? А у нас это все в одной строке. Хорошо, при желании объединенную версию можно переписать так, чтобы растянуть один оператор на 4 строки. То есть взять и вот здесь вот перед нашим оператором вывода сделать вот такую вот нечисть. Но мы так делать не будем, потому что это а-та-та некрасиво. Такая запись возможна благодаря тому, что в C++ новые строки и пробелы между лексемами трактуются как взаимозаменяемые. Последний способ удобно применять, когда длина строки получается слишком большой. Но у нас небольшая, поэтому а-та-та. Хорошо. Обратите внимание на еще одну деталь. Предложение now you have 14 carrots. Now you have 14 carrots. Выводится в той же строке, что и here are two more. Вводится в той же строке. Угу. Это происходит потому, что, как было сказано выше, вывод одного оператора SOUT следует непосредственно за выводом предыдущего оператора SOUT. Это справедливо даже в том случае, если между ними находятся другие операторы. Ну, то есть у нас были здесь другие какие-то операторы, но так как мы здесь endline и не прописывали и не использовали черточку n, поэтому на этой же строке мы с вами и получили эту запись, да. Вот. Here are two more, now you have 14. Так и не узнал, сколько, как будет 14 по-английски. Собственно, окей, неплохо. Далее, sin и cout, признак класса. Вы уже знаете об объектах sin и cout достаточно много. В этом разделе вы узнаете больше о том, что собой представляют классы. Как было сказано в главе 1, класс является одним из основных концепций объектно-ориентированного программирования ООП в C++. Класс – это тип данных, определяемый пользователем. Чтобы определить класс, вы описываете, какую разновидность информации он может хранить и какие действия разрешает выполнять над этими данными. Давайте запишем определение класса в наш с вами словарь. Оказывается, понятие класса у нас уже было в словаре, поэтому не будем его добавлять. Но в любом случае, напоминаю, что понятия все из книги есть у нас с вами по ссылочке в описании, и там все, что у нас курсивом в книге выделено, мы записываем с вами в наш словарь сюда. Окей, значит, класс мы уже записывали, соответственно. Класс имеет такое же отношение к объекту, как тип и переменной. Как тип к переменной. Класс имеет такое же отношение к объекту, как тип к переменной. То есть определение класса описывает форму данных и способы их использования, тогда как объект – это сущность, созданная в соответствии с упомянутой спецификацией формы данных. Ну, здесь как бы просто надо привыкните. Здесь можно привести такую аналогию. Если класс можно рассматривать в качестве категории, например, известные актеры, то объект можно рассматривать как конкретного представителя этой категории, например, мультипликационный герой Шрек. Продолжая эту аналогию далее, можно сказать, что представление актера в классе может включать описание действий, связанных с классом, чтение роли, выражение печати, демонстрация угрозы, получение награды и тому подобное. Если перейти к терминологии ООП, то можно сказать, что класс в C++ соответствует тому, что в некоторых языках программирования называют объектным типом, а объект в языке C++ соответствует экземпляру объекта,
или переменной экземпляра. Так, есть у нас вот новое понятие объектным типом, вот этого-то точно у нас нет, давайте запишем. Итак, объектный тип – это тип данных, который может содержать данные и методы для их обработки. Объектный тип определяется с помощью класса, который является шаблоном для создания объектов. Объектный тип позволяет инкапсулировать данные и методы в едином логическом модуле, а также наследовать свойства и поведение других классов. Хорошо. Объектным типом объект в языке C++ соответствует экземпляру объекта или переменной экземпляр. Теперь давайте перейдем к деталям. Вспомним следующее объявление переменной int carrots. В этом объявлении создается конкретная переменная carrots, обладающая свойствами типа int. Другими словами, переменная carrots может хранить целое число и может использоваться в различных целях, например, для вычитания или сложения чисел. Что же касается cout, то про него можно сказать, что это объект, созданный для представления свойств класса OSStream. В определении класса OSStream, также находящемся в файле EOStream, описана разновидность данных объекта OSStream, а также операции, которые можно выполнять над этими данными, такие как вставка числа или строки в поток вывода. Аналогично scene – это объект, созданный со свойствами класса eStream, который также тоже определен в EOStream. Все сложно, конечно, и вот это вот все, но, как я вам уже говорил, если хочется потыкать и посмотреть, можно нажать Ctrl, зажать и нажать на какой-нибудь cout, и мы перейдем вот сюда, увидим здесь вот это вот дело. Вот этот класс OSStream, можно посмотреть на него, что там есть, и здесь этот базик, вот это вот все дело, и еще глубже копаем, и вот он у нас этот класс, в котором что-то есть, что-то да есть, да, что-то есть, какие-то виртуальные, в общем, всяко, вот можно прям докопаться до такого, что потом никогда в жизни не раскопаешься, но когда-нибудь мы это будем все понимать, да. Собственно, что касается здесь, мы видим, что объект cout, мы на него наводим, и он действительно является объектом класса OSStream, а объект scene является объектом класса isStream. Да, можем вот здесь вот мы это дело посмотреть. И все это дело является, находится в файле EOStream. Да, то есть все это дело у нас находится вот в этом файле EOStream, который вот он здесь есть. И вот они здесь и есть, собственно, да, EOStream Standard Header. Вот он, стандартный заголовочный файл EOStream, и вот они, наши эти классы здесь находятся. Вот он scene, cout, и еще там есть дополнительные штуки-дрюки. Вот. Вот как-то так, да, если так кратенько, и вот это вот все. На заметку, класс описывает все свойства типа данных, включая действия, которые могут над ним выполняться. Объект является сущностью, созданной в соответствии с этим описанием. Класс описывает все свойства типа данных, включая действия, которые могут над ним выполняться. А объект является сущностью, созданной в соответствии с этим описанием. Но я думаю, тоже будет понятнее, когда уже будет про классы и все вот это рассказываться, вам будет проще все это дело понимать. Вы уже знаете, что классы представляют собой определяемые пользователями типы. Тем не менее, вы как пользователь не создаете классы OSStream и EOStream. Ну, в смысле isStream. Подобно функциям, которые могут быть включены в библиотеки функций, классы могут находиться в библиотеках классов. Это в полной мере относится к OSStream и eStream. Формально они не являются встроенными классами C++, наоборот, они представляют собой примеры классов, которые описаны в стандартах языка. Определения классов расположены в файлах EOStream и не встроены в компилятор. Эти определения можно даже изменить, хотя поступать так не рекомендуется. Точнее, это совершенно бессмысленная затея. Семейство классов EOStream и связанное с ним семейство fstream, файловый вывод, является единственными наборами определения классов, которые входят в состав всех ранее реализаций C++. Не знаю, зачем это сейчас рассказывается на самом деле, потому что, ну, как-то, по-моему, рановато. Однако по решению комитета в стандарт было включено несколько дополнительных библиотек классов. Кроме того, во многих реализациях предполагается дополнительное определение классов, входящих в состав пакета. Действительно, привлекательной чертой C++ является наличие содержательных и полезных библиотек классов, которые позволяют разрабатывать программы на платформах Unix, Macintosh и Windows. Окей, в описании класса указываются все действия, которые могут выполнены над объектами этого класса. Чтобы выполнить разрешенное действие над определенным объектом, ему отправляется сообщение. Кого? Чтобы выполнить разрешенное действие над определенным объектом, он отправляет сообщение. Хорошо? Если необходимо, чтобы объект cout отобразил строку, объекту посылается сообщение, которое фактически говорит: «Эй, объект, отобрази-ка вот это». То есть вот здесь вот мы говорим: «Эй, объект cout, отобрази-ка нам вот эту фразу «Here are two more».
Отобразить сообщение в C++ можно двумя способами. В одном из них используется метод класса, что по сути представляет собой вызов функции. В одном из них используется метод класса, что по сути представляет собой вызов функции. Другой способ, который используется применительно к объекту sin и cout, заключается в переопределении операции. Таким образом, следующий оператор использует переопределенную операцию ввода для отправки команды отобразить сообщение объекту cout. То есть оператор вывода, переопределенная операция вывода. То есть есть перегруженный оператор вывода, который отправляет команду отобразить сообщение объекту cout. В этом случае сообщение содержит аргумент, представляющий собой строку, которую необходимо отобразить. В этом случае в сообщении содержится аргумент, представляющий собой строку, которую необходимо отобразить. Ну давайте посмотрим, что у нас тут. Include your stream using namespace into key, cout trust me, вывести сообщение, то есть вот этот вот оператор перегруженный, он говорит объекту cout вывести вот это вот сообщение. Аргумент сообщения — это наше сообщение соответственно. Объект cout trust me, объект отображает аргумент. Объект отображает аргумент. То есть объект cout отображает аргумент, передаваемый через перегруженный оператор. Типа того. Как-то так. Тяжковато, но... Есть аргумент, есть перегруженный оператор, есть объект. Для того, чтобы вывести сообщение в консоль, нам нужно наш аргумент передать при помощи перегруженного оператора объекту. И этот перегруженный оператор перегружен таким образом, что, вон, видите, добавлено перегрузок 15. Вот мы на него наводим, написано добавлено перегрузок 15. То есть мы можем на него тыкнуть и посмотреть, что тут вообще происходит. Но, как говорится, мы-то ничего не поймем. Но вот есть такое дело, да, что мы можем... это просто оператор, да? Оператор окей. Ой, натыкал. Я просто подумал, может быть, здесь... По идее, где-то должны здесь быть его перегрузки, все эти 15 штук. Но, видимо, не здесь. Или вот. А что он мне его не отображает? Ну-ка. Он же должен все отобразить. Ну вот, отображает, смотри. Раз, два, три. Ну, поверим, да, что здесь 15. И вот он, у каждой есть свои какие-то инструкции. И 15 раз он перегружен для разного всякого. Только представьте, что спустя какое-то время вы можете просто взять и нажать на любую штуку, перейти, увидеть операторы такие... Изи! Все же понятно! И сидеть так и думать, как же легко, боже, какой же язык, какая красота. Боже, мечта, а не вот это вот все. Но это когда-нибудь потом. Окей, про классы проговорили, хотя, конечно, я считаю, что как-то рановато забивать голову в самом начале. Я бы даже не сказал, что это какая-то такая, ну, в общем, сложновато. Ну ладно, поехали. Далее у нас с вами функции. Так как функции представляют собой модули, из которых строится программа на языке C++, и поскольку они необходимы для определения ООП в C++, вы должны хорошо с ними познакомиться. Ряд аспектов, связанных с функциями, являются сложными темами, поэтому основной материал о функциях будет приведен в главах 6 и 8, в смысле 7 и 8. Тем не менее, если сейчас мы рассмотрим некоторые основополагающие характеристики функций, то при дальнейшем ознакомлении с функциями вы уже будете иметь о них некоторое представление. Итак, в оставшейся части этой главы будет дано введение в основы применения функций. Функции в C++ можно разбить на две категории. Функции, которые возвращают значения, и функции, значения не возвращающие. Для каждой разновидности функций можно найти примеры стандартной библиотеки функций C++. Кроме того, можно создать собственные функции обеих категорий. Давайте рассмотрим библиотечную функцию с возвращаемым значением и затем выясним, как создавать собственные простые функции. Использование функции, имеющей возвращаемое значение. Функция, имеющая возвращаемое значение, генерирует значение, которое можно присвоить переменной или применить в каком-нибудь выражении. Хорошо. Например, стандартная библиотека C и C++ содержит функцию sqrt, которая возвращает квадратный корень из числа. Предположим, что требуется вычислить квадратный корень из 6,25
тысячных и присвоить его переменной x. В программе можно использовать следующий оператор. X присваивается значение нашей функции sqrt по значению 6.25. Возвращает значение 2,5 и присваивает его переменной x. Выражение sqrt 6.25 активизирует или вызывает функцию sqrt. То есть смотрим, да? Получается у нас выражение sqrt вызывает функцию sqrt. Про вызовы функции мы, по-моему, уже писали с вами в словах. Выражение sqrt 6.25 называется вызовом функции. Активизируемая функция вызываемой функции. А функция, содержащая вызов функции, вызывающей функции. Вот здесь, наверное, кто-то просто упал со стула и ничего не понял, да? Еще раз. Выражение sqrt 6.25 вызывает, да? Вызывает функцию sqrt. Наше выражение sqrt, вот эта вот вторая вот эта вот часть, вызывает функцию sqrt. Выражение sqrt называется вызовом функции. То есть вот это все выражение называется вызовом функции. Активизируемая функция вызываемой функцией. То есть вот это вот дело вызываемая функция. А функция, содержащая вызов функции, вызывающей функции. А функция, содержащая вызов функции. То есть та функция, которая, main, во всяком случае, у нас была бы функция main, и она была бы вызывающей функцией, насколько я могу понимать. Да, вот, смотрите, значит, вызывающая функция у нас с вами main. sqrt это вызов функции. Далее идет код функции, возврат вызывающую функцию. Возврат вызывающую функцию. То есть эта функция что-то возвращает, она возвращает ее нам в переменную x. Результат вот этого вот выражения. Почему же здесь 6 плюс 25? Там точечка должна быть, это отпечатка. Ну, в общем, возврат вызывающую функцию. И там будет код, да? Ну, как будто бы окей, да? Значение в круглых скобках, в нашем случае 6.25, это информация, которая определяет функции. Это информация, которая отправляется в функции. Господи. 6.25 это информация, которая отправляется в функции. Говорят, что это значение передается функции. То есть наше значение 6.25 передается функции. Значение, которое отсылает функции подобным образом, называется аргументом или параметром. То есть 6.25 это у нас аргумент функции или параметр функции, потому что мы его как бы отправляем в функции. Аргумент или параметр. Хорошо, здесь запомнили. Про аргумент и параметр мы, по-моему, тоже писали. Функция sqrt вычисляет ответ равный 2,5 и отправляет его обратно вызывающей функции. Отправленное обратно значение называется возвращаемым значением, поэтому мы везде видим return. Вот return, возврат, return, каждая функция, у нее есть свой return, если она не войдовская, да? Но о войдах нам потом расскажут. В общем, как будто бы пока что все окей. Возвращаемое значение – это результат функции. Запомнили, возвращающее значение – это результат функции. То, что мы передаем функции – это аргументы или параметры функции, а то, что она нам возвращает – это возвращаемое значение функции. Хорошо. Возвращаемое значение можно представить как значение, которое подставляется вместо вызова функции. Возвращаемое значение можно представить как значение, которое подставляется вместо вызова функции в операторе после того, как выполнение функции завершено. Возвращаемое значение можно представить как значение, которое подставляется вместо вызова функции в операторе после того, как выполнение функции завершено. Ну, как будто бы нам здесь говорят, что вот это вот, когда оно дело там все это посчитало, когда код функции прошел, оно все посчитало, вместо вот этого у нас здесь возвращаемое значение, и, соответственно, оно потом присваивается в наш x. Вот, типа того. Получается. Далее, так в рассмотренном примере возвращаемое значение присваивается переменной x. Ну да, говоря кратко, аргумент – это информация, которая отправляется в функции, а возвращаемое значение – это значение, которое отправляется обратно из функции. Поняли? Еще раз закрепили. Аргумент – это информация, которая отправляется в функции. То есть мы берем, даем нашей функции какой-то аргумент и вот отправляем его в посылочке туда в функцию. И там у нас что-то с ней происходит. И нам из функции обратно в коробочке приходит другое значение, которое вот посчиталось, да? И это называется возвращаемое значение. Возвращаемое значение. Хорошо, еще раз под микроскопом на рисунке 2.7 рассмотрим синтаксис вызова функции. У нас есть переменная x. У нас есть переменная x и есть наша функция, да? То есть у нас есть имя функции sqrt, которую мы знаем, что она считает корень квадратный из
аргумента или параметра, который мы туда передаем. 6, ну здесь точка 25, да, не плюс 25. Это аргумент или параметр. То есть информация, передаваемая функции. Мы передаем это 6.25, точка запятой в конце отмечаем. Ну, понятно, что здесь точка запятой это всегда. Закрывающиеся скобки, понятно. Значит, у каждой функции, если она принимает какой-то параметр, есть скобки. Ну и вообще, даже если она не принимает, все равно всегда есть скобки. И внутри этих скобок, открывающих и закрывающих, значит, внутри этих скобок, мы передаем этот самый аргумент и пишем этот аргумент. И когда все это дело здесь посчитается, здесь у нас будет возвращаемое значение, то есть и мы будем это возвращаемое значение присваивать в нашу переменную x. То есть возвращаемая функция значение присваивается переменной x. Ну, как будто бы разжевали и как будто бы даже понятно, да? Хорошо. Это практически все, что нужно знать, за исключением того, что прежде чем компилятор C++ может использовать функцию, он должен знать, какого типа аргумента принимает функция и к какому типу относится возвращаемое значение. То есть возвращает ли функция целочисленное значение или символьное, или число с дробной частью, или что-нибудь другое. При отсутствии такой информации компилятор не будет знать, как интерпретировать возвращаемое значение. Выражение этой информации в C++ осуществляется с помощью оператора прототипа функции. Ну, в общем, когда будем писать функцию, вот, ну, мы же здесь вот писали функцию, да, и мы указывали здесь тип данных, который у функции. Здесь то же самое, у SQRT есть там свой какой-то тип данных, и он возвращает тот тип данных, который мы... То есть наша переменная должна быть, соответствовать тому типу данных, который нам возвращает тип данных, и который она принимает аргументами. Но я думаю, об этом поговорим, и вы увидите, и все там на самом деле просто. Соответственно, на заметку, программа на C++ должна содержать прототипы для каждой функции, используемой в программе. Про прототипы функции тоже сейчас поговорим, и вон они дальше, кстати, есть. Прототип играет для функции ту же роль, что и объявление для переменных. В нем перечислены используемые типы. Например, в библиотеке C++ функция sqrt определена как принимающее число с, возможно, дробной частью, например, 6.25, в качестве аргумента и возвращающее число того же самого типа. В некоторых языках программирования такие числа называют вещественными числами. Кстати, вот слово вещественные числа у нас в понятиях точно нет, давайте-ка запишем. Итак, вещественные числа – это числа, которые могут иметь дробную часть, например, 3.14 или минус 0.5. Вещественные числа могут быть представлены в виде десятичных дробей или в научном формате с плавающей точкой. Вещественные числа могут быть хранены в памяти, наверное, сохранены в памяти компьютера с разной точностью, в зависимости от типа данных, которые используются для их объявления. В C++ есть три основных типа данных с вещественными числами. Это для работы с вещественными числами это float double и long double. Вещественные числа могут быть вводимыми, выводимыми и обрабатываны. Ну, нейросеть, конечно, и обработаны, конечно. И обработаны с помощью стандартных потоков вывода ввода, библиотеки CMAF и других средств. Окей, здесь с этим понятно. С вещественными числами. И в C++ для этого используется имя double. В главе 3 имя double рассматривается более подробно. Прототип функции sqrt выглядит следующим образом. Double sqrt double, прототип функции. А у нас нет листинга? Есть, да, будет листинг. Ну, хорошо. Пока просто практика и вот так. Ну, в смысле, теория, да? То есть мы берем и указываем компилятору, что у нас есть тип double и есть функция, которая принимает double. Да, прототип функции есть тип, я просто сейчас завис, в первый раз вижу, что double без там, ну, обычно пишется там double и какое-то название, которое принимает, а здесь без названия прям. И я что-то даже задумался, а так можно? Давайте напишем. В прототипе так можно? Ничего себе. Прикольно. Ну, обычно просто там типа дописывают какой-нибудь. А вот в такой форме я никогда не видел, чтобы записывали. Ну, в общем, вот так вот прототип функции записывается. Зато написали прототип функции, да. Первый тип double. Первый тип, вот этот double. Вот этот тип означает, что функция sqrt возвращает значение типа double. То есть то, что мы здесь напишем, то этого типа переменную мы получим в результате вычислений нашей функции. Понятненько, надеюсь. Соответственно, тип double в круглых скобках означает, что функция sqrt требует аргумента типа double. То есть мы должны положить в коробочку и отправить нашей функции переменную типа double. И она нам пришлет результат, когда там все посчитает, коробочку с каким-то значением, но тоже типа double. Да, понятно. В этих коробочках будет лежать наши double. Хорошо. Соответственно,
Тогда таким образом этот прототип описывает функцию sqrt в точности так, как она используется в следующих фрагментах кода. Double x объявляем переменную типа double, переменная x типа double, и возвращаем значение double, соответственно, в x double, да, объявляет x как переменную типа double, и, соответственно, вот это вот все здесь происходит. Вроде бы должно быть понятно. Завершающая точка запятой в прототипе идентифицирует его как оператор. Завершающая точка запятой в прототипе, вот это вот, да, идентифицирует его как оператор, как оператор, или statement, или оператор, или statement. Вот очень сложно, да, здесь как оператор. Завершающая точка запятой в прототипе, то есть прототип это оператор, да. Поэтому он назначает ему статус прототипа, а не заголовка функции. Поэтому назначать... ну я понял. Ну, заголовок функции это будет, когда мы вот так вот сделаем, это будет заголовок функции. Но так это прототип. Если мы не описали... Если мы не описываем нашу функцию, мы просто компилятору здесь пообещали, что мы вот там потом когда-нибудь это обязательно дело сделаем. Хорошо. Соответственно, оператор и поэтому назначает ему статус прототипа, а не заголовка функции. Если точку запятой опустить, то компилятор будет интерпретировать строку как заголовок функции и ожидать за ним тело функции, определяющей ее. То есть, если мы здесь точку запятой убираем, то компилятор будет думать, что мы хотим еще тело функции нашей написать и рассказать компилятору вообще, что у нас там происходит. Хорошо, как будто бы понятно. Если в программе используется функция sqrt, значит для нее должно быть предоставлен прототип. Это можно сделать двумя способами. Ввести самостоятельно прототип функции в файле исходного кода или воспользоваться заголовочным файлом CMAF, который содержит прототип функции. Второй вариант лучше, поскольку заголовочный файл всегда предпочтительнее самостоятельного ввода прототипа. Каждая функция в библиотеке C++ имеет прототип и в одном или нескольких заголовочных файлах. Достаточно просмотреть описание функции в руководстве или в оперативной справочной системе. Кого? Что такое оперативная справочная система? Что это такое вообще? Что за демон? Где может быть сказано, какой заголовочный файл должен использоваться? Оперативная справочная система это Google. Google или нейросеть. Все. В руководстве или в Гугле, где должно быть сказано, какой заголовочный файл должен использоваться. Например, в описании функции sqrt сказано о необходимости применить заголовочный файл CMAF. Здесь опять, возможно, понадобится использовать старый заголовочный файл, но я думаю, здесь нам это дело не понадобится, потому что в CMAF все должно быть уже сейчас, в 2023 году. Не следует путать прототип функции с определением функции. Прототип, как уже было сказано, описывает только интерфейс функции. То есть вот это вот дело, прототип наш описывает только интерфейс, что он возвращает тип double, что у него есть какое-то название какое-то, да, идентификатор какой-то, и тип принимаемых аргументов или параметров. Аргументы или параметры пишите в комментариях, что вам привычнее, как называть аргументы функции или параметры функции. Что вам проще. Будет интересно посчитать. Так вот. Другими словами, он указывает информацию, которую получает функция, и информацию, которую он отправляет обратно. То есть прототип указывает информацию, которую он получает, в смысле, какую функцию получает и какую он отправляет обратно. Определение, с другой стороны, включает код для обеспечения работы функции, например, код для вычисления квадратного корня. Языки C и C++ разделяют эти два средства – прототипы и определения для библиотечных функций. Библиотечные файлы содержат скомпилированный код для функции, а заголовочные файлы – соответствующие прототипы. Прототип функции должен располагаться перед первым использованием функции. Перед первым использованием функции должен располагаться прототип. Но это имеется в виду, что если бы мы хотели обратиться к нашей sqrt-шечке и передать сюда какое-нибудь значение, и был бы наш прототип объявлен где-нибудь вот здесь, то нам бы сказали, что такое sqrt, мы ничего не знаем. Поэтому прототип функции должен должен быть раньше, вот видите, подчеркивается желтеньким, как будто бы где-то здесь есть, да. А если мы указываем его после вызова, в смысле до вызова, то все плохо. Вот. Соответ ствено. Кстати, сейчас она опять не желтенькая. Ну, вы поняли. Все. Окей. Прототип функции должен располагаться перед первым использованием функции. Чаще всего прототипы помещают непосредственно перед определением функции. Прототип перед определением. Ну да, у нас определения функции нет, поэтому мы... Кстати, небольшой лайфхак. Если вы используете Visual Studio и хотите быстренько все это сделать, можно создать определение плынч, и у нас есть с вами определение функций. Вручную все сделано. Я только не понимаю, почему ты ругаешься-то. Ну, понятно, что у нас там ничего не передаем, но... Ну и отстал.
Ну и ругайся. Не будем с тобой разбираться сегодня. Вот, окей. Соответственно, чаще всего прототипы помещают непосредственно перед определением функции. Перед определением функции main. Чаще всего прототипы помещают непосредственно перед определением функции main. А, вот это к чему. Что прототип, да, определяем перед функцией main. А вот его реализацию можно уже делать где угодно. Соответственно, в листинге 2.4 приведен пример использования библиотечной функции sqrt. Ее прототип предоставляется включением файла cmath. Но это мы уже рассмотрим с вами в следующем занятии, потому что наши полчаса с вами истекли, даже чуть больше. Вот, в любом случае, если что-то понятно, если что-то непонятно, не забываем писать комментарии и спрашивать. Мы здесь как бы учимся с вами, я и вы. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. В любом случае, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней контент с подпиской посмотрели 66,2. Вещественное число процента с подпиской. В общем, большое спасибо за просмотр. Но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажимаем на колокольчик и увидели новый ролик, посмотрели от начала до конца и увеличили этот процент до 70. Вот, меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++». Вместе занимаемся по книге Стивена Пратта. В описании можете найти ссылочки на другие интересные плейлисты и тоже заниматься, продолжать вместе со мной изучать программирование, соответственно, язык C++. Пока что вот мы в нем пытаемся разобраться и получать удовольствие. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока.